Відстань між двома станціями поїзд проїхав середньою швидкістю В середньої 72 км за годину. За Т дорівнює 20 хвилин. Розгін та гальмування разом тривали Т1 4 хвилини, а решту часу поїзд рухався рівномірно. Яку швидкість мав поїзд під час рівномірного руху? Известно такие данные. Средняя скорость поезда была между двумя станциями В средней равно 72 км в час, который он проехал за Т равно 20 минут. Время разгон и остановки. Напишем, что Т4 равно 4 минуты. Это и разгон, и остановка. Нужно определить скорость, которой он двигался равномерно. Это второй участок. Так нужно нарисовать картинку. Это расстояние между станциями. Это разгон идет, а это остановка. Обозначим это как Т1. Это обозначим Т2 время. Это обозначим Т3. Весь участок поезд проехал за 20 минут. Можно написать Т1 плюс Т2 плюс Т3 равно Т. Вот это 20 минут. И еще известно, что время разгона и время остановки равно 4 минуты. Можем написать о том, что Т1 плюс Т3 равно 4 минуты. Равно Т4. Это 20 минут, это 4 минуты. Так, давайте будем постепенно разбираться с этой задачей. Что можно сказать о том, что поезд разгонялся на этом участке? Если он разгонялся на этом участке, получается у него расстояние, которое он проехал S1, равно V0 T плюс АТ квадрат деленное на. Это стандартная форма. Раз у нас V0 в данном случае равно нулю, стартовая скорость, S1 превращается в такое выражение. А первое, T первое в квадрате делить на. С другой стороны, А у нас чему равно? А равно, это стандартная формула V конечная минус V начальная разделить на 2. В данном случае V начальная у нас равно нулю, V конечная – это та скорость, которая будет идти на втором участке. Можем написать о том, что в данном случае, если это равно нулю, то А1 равно скорости V2, извините, на T. Скорости V2 делить на T1. И если мы сейчас вместо А1 подставим значение в S1, то мы получим небольшое сокращение. S1 будет равно А1, что множится на T1 в квадрате делить на 2. Подставляем вместо А1 его значение, получаем V2 делить на T1, T1 в квадрате делить на 2. Тут сокращается вот эти тэшки, мы получаем такое значение. S1 равно V2 умножить на T1 и разделить на 2. Пока мы не знаем ни S1, ни V2. Но мы знаем о том, что V2 это у нас является конечной скоростью на участке T1, которую мы определили. И она будет являться скоростью равномерного движения на участке T2. Этот участок у нас S1, это участок S2, это участок S3. И раз она является равномерной на участке S2, вот скорость равномерная, то мы можем написать о том, что S2 у нас будет равно скорости умножить на время на T2. S2 просто равно V2, что множится на T2. Теперь это V2 у нас является начальной скоростью в равно замедленном движении на участке S3. В данном случае ускорение здесь будет отрицательное. Ускорение на участке равно V конечное минус V начальная разделить на T. Но начальная эта скорость известна, это V2. А конечная скорость в этом участке равна нулю. Вот начальная скорость в этом участке, это скорость V2. Можем написать, что А3 равно, поскольку конечная скорость равна нулю, будет минус V2 делить на T3. Тогда участок S3 равен чему? Начальная скорость известна, V2 умножить T3 и плюс АT3 квадрат поделенное на А3 умножить на T квадрат, третье и делить на 2. Подставляем вместо А3 его значение. Получаем S3 равно V2 умножить на T3. В данном случае будет минус, потому что ускорение отрицательное. Минус V2 делить на T3 и умножить на T3 в квадрате, что делится на 2. Одно-то сократилось, мы получили S3 равно такое выражение. V2 на T3 минус 1 вторая V2 на T3. Итак, S3 у нас будет равно 1 вторая V2 на T3. Поскольку у нас S2 известно, S1 известно, через V2 выражено, тут через V2 S3 выражено и тут через V2, тогда общее расстояние равно S1 плюс S2 и плюс S3. Подставляем эти значения, которые мы получили. S1 равно V2 на T1, что делится на 2. Плюс V2 это S2 множится на T2. И плюс V2 множится на T3 и делить на что? Делить на 2. Давайте вот эту сгруппируем вот с этим. И V2 вынесем за скобки. S будет равно
V2 выносим за скобки. В скобках будет T1, что делится на 2, плюс T3, что делится на 2. И плюс V2 на T2. Не мешало бы еще сразу двойку вынести. S будет равно 1/2. V2 здесь будет T1 плюс T3 плюс V2 на T2. А что такое T1 плюс T3? Вот она, это T4. А что такое T2? T2 это все T минус T4. Давайте дополнительно напишем, что T2 равно T минус, в скобках T1 плюс T3. Вот так напишем. Или равно T минус T4. Итак, подставляем сюда значение. Общее S будет равно V2 делить на 2 множится на T4. Здесь плюс V2. В скобках T2 будет равно T минус T4 минус T4. Итого, открываем скобку, получаем S равно V2 делить на 2, T4 плюс V2 умножить на T и минус V2 умножится на T4. Получается, что S равно, это с плюсом, это единичка с минусом, то есть S равно V2 на T минус 1/2 V2 на T4. То есть S будет равно, V2 вынесем за скобки, здесь будет в скобках T минус 1/2 T4. Ну, в принципе, не обязательно, нам же нужно будет найти отсюда V2, V среднее, это равно S, деленное на T. V среднее известно, T нам известно. S будет равно V среднее умножить на T. Теперь можем подставить его в эту формулу, мы получим V среднее умножить на T равно V2, что умножится на T минус 1/2 T4. V2 будет равно V среднее, что множится на T и делится на T минус 1/2 T4. Ну, можно подставить, давайте посмотрим, что у нас получится. V среднее умножить на T. Это у нас будет 72 км в час на T на 20 минут умножится на 20 минут. В скобках будет T минус 1/2 T. То есть 20 минут минус 2 минуты будет 18 минут. Минуты сокращаются. Что у нас еще можно сократить? Можно еще сократить на 9, а тут будет 8, а тут будет 2. То получили 8 умножить на 20 км в час разделить на 2 равно 160 км в час разделить на 2 у нас будет равно 80 км в час. Создав в уравнении все, таким образом, приведя неизвестное, что у нас здесь говорило V2, мы его определили как 80 км в час. Можем сказать, что V2 равно 80 км в час. Это скорость на равномерном участке. На первом участке поезд разогнался до 80 км в час, а потом T1 плюс T, мы не знаем, в каком они соотношении находятся, поэтому за какое-то время он разогнался, а потом он тормозил. И вот эти участки торможения и разгона у нас получились как 4 минуты. Но мы их аккуратно преобразовали все через V2, так что в конечном итоге, имея среднюю скорость и время, которое прошел весь путь поезд, мы вышли на 80 км в час.